Ребятки, приветствую вас на выставке CES 2023, город Лас-Вегас. И вы уже наверняка видели наше видео топ-5 интересных гаджетов с этой выставки, но вот этой штуковине мы решили посвятить прям отдельный обзор. А перед нами первый в мире беспроводной телевизор. И никаких там звездочек вот это вот сверху нужно, то нужно. Это реально беспроводной телевизор. Вот прямо сейчас перед нами никаких проводов, он работает, он показывает несколько самых-самых интересных фактов об этой штуковине. Вот сюда остается аккумулятор. И это, естественно, главная фишка этого телевизора. В нем 4 аккумулятора. И он действительно работает без каких-либо проводов, без каких-либо там секретных штучек, маленьких тонких кабелей, которые там прячутся, да, как у некоторых других компаний. Никаких проводов нет. И вы скажете, так а что, можно взять обычный ноутбук, 17 дюймов, окей, это тоже будет маленький телевизор, подключить к Wi-Fi и смотреть телек. Все правда. Можно еще взять тот самый Powerbank Xiaomi, любой другой Powerbank, от него запитать 2 и даже 4 телевизора. Но это все-таки кое-что такое своеобразное и движущееся в другом направлении. Так вот, 4 аккумулятора в этом телеке. И автономно он работает, если смотреть где-то по 5-6 часов в день, целый месяц. Месяц работы от аккумуляторов. Более того, и самое классное, аккумуляторы с горячей заменой. Теперь вопрос, как туда идет картинка? Ни одного порта, ни одного разъема, ни USB, ни HDMI, там нет ничего. Там Wi-Fi 6. Вот этой стенки мы там уже сходили, поснимали, там стоит специальный блок. С этого блока по Wi-Fi идет трансляция. То есть в этот блок вставляется флешка, вставляется HDMI, там приставка, что угодно. Трансляция идет на телевизор. То есть нюанс, как видите, все-таки небольшой есть в плане того, что без этого блока этот телек, он не то что... Нет, он пока что бесполезен, да. Возможно, потом в него можно увидеть что-то закачать, положить там до телевизора багажник машины и смотреть его где-то на природе. Но пока что блок все-таки нужен, а блок работает от 220, и там как бы есть все порты, все разъемы. Но применение у этого телевизора однозначно есть. Как минимум потому, что вот на этой выставке этот маленький тут стенд находится в углу, народу полно. Все ходят, смотрят, все прям... Wireless is no electricity? Hi. Oh yeah. Very good. This is how the wireless TV works. No electricity plug or no I'm not from the HDMI? company, actually. Oh, Here okay. you go. This guy from the company, he knows everything. О чем мы говорили вообще? О чем мы говорили? Сейчас, секунду. Технические характеристики, вспомним. 55 дюймов, 4К, хотя на телеке написано 8К Ultra HD, вот это стоковые картинки здесь поставили, а 4К и это OLED. Есть маленький нюанс, он очень глянцевый. Не знаю, с чем это связано, с временным покрытием или постоянным. Пытался подходить снимать, отражается вообще все подряд. Обычно в телевизоре более-менее матовое покрытие, это прям супер глянцевый, он как зеркало в том числе работает. Но опять же, это пока что такая полутестовая модель, и посмотрим, как оно пойдет. Теперь вторая классная фишка – это крепление этого телевизора. С той стороны, да, вакуумная присоска. Насколько все это надежно, не отвалится ли это среди ночи от стены от ваших, когда это падает с высоты 1,5 метра на какой-нибудь кафельный пол, к тому же речь идет о телевизоре, сами понимаете, не очень. Так вот, насколько это надежно, Good, I'm good. 3,000. насколько эти вакуумные присоски надежны, пока непонятно, но никаких других интерфейсов крепления там нет. Была демонстрация, там есть некоторые нюансы крепления тоже, но пока что, как видите, висит. Более того, он их висит и на стекле, и вот на этой стене. Стена, правда, немножко глянцевая. Если на что-то это шершавое повесить, явно не прицепится, поэтому нюансы крепления тоже есть. Третья важная история. Как этот телевизор управляется? У него... 9 grand or 3 grand? 3 grand for 4 batteries. Дэвид Копперфильд в отпуске. Значит, он, кстати, были, нашел Дэвида Копперфильда, у него даже фотка есть. 45 hours for 1 battery. Третья важная фишка. Как этот телевизор управляется? Пульта у него нет. И интересно, правда? Голосом и жестами. И еще две приятных особенности. Это встроенная камера. Ну, камера, собственно, нужна, чтобы управлять жестами, но также можно подключиться там, по Zoom, по Skype, это все, естественно, есть. И третий интересный момент, это то, что эти телевизоры, постоянно об этом говорят, желательно объединить в одну большую панель. Чего они так на этой фишке наставят, честно говоря, непонятно, но такая функция как бы тоже есть и здесь заявляют. И более того, если вы покупаете 4 телевизора, блок управления нужен всего один. Соответственно, в блоке передачи данных можно сэкономить. Купить 4 телека, поставить один блок. Но опять же, если разнести эти телевизоры, допустим, в разные комнаты и транслировать с флешки, да, по Wi-Fi, трансляция идет по Wi-Fi. Sorry. I like this. Oh yeah. Is it DJI? Yeah, DJI. Oh wow.
Много вообще интересно на CES. Все ходят, рассказывают, делятся, может кому угодно подойти, что-то спросить, и прям такие все. А ну да, смотрите. Вот. Так вот, если телеки разнести по разным комнатам и запустить флеш-трансляцию, как это будет транслироваться? Будет это пытаться объединиться в одну картинку, или есть какие-то элементы управления, чтобы, допустим, в детской показывало одно, а в спальне другое? В общем, вопросов много. Но главное, о чем мы хотели сказать, что беспроводной телевизор, без всяких звездочек, без всяких там кавычек и тонких, он реально есть, реально работает, и первый в мире беспроводной телевизор вот тут перед нами. Сейчас интересно, еще раз начинается, еще раз демонстрацию посмотрим. Буквально, чувак сейчас сказал, пару минут, сейчас еще демонстрация будет. Okay. And put it exact same spot. Oh, is that MagSafe? My best. MagSafe TV. Warte, jetzt kommt wieder von irgendwo anderes Licht rein. Is it safe? Oh, it's safe. Should we give it a little tug? How did you level it? Does it have a leveler inside? No. You do have to eyeball it. You just need a wipe. You need a hand. You need a hand. What's the weight of the unit as a whole? Under 20 pounds. Nice. What's the weight of the battery? That I do not know, okay. actually. But the TV with all 4 batteries in it is less than 20 pounds. Not only acts as... Два момента выяснилось. Во-первых, уровня нет. Я вот сейчас отсюда я смотрю. Вот видите, повесил-то он его криво, а вешал долго и с таким легким напрягом. И говорит, надо на глазок вешать. Но если криво повесили, вот меня лично бесит прям криво. Вот смотрите телек, а он прям криво висит. И не на фильм обращаешь внимание, то есть не фильм смотришь, а больше обращаешь внимание на то, что телек криво висит. Здесь расстояние какое. Да? И вот здесь на сантиметр промахнулись. Ребятушки, вот такая вот, да, интересная штуковина. Когда поступит в продажу, пока не говорят. Но я думаю, что любители найдутся. То есть прозрачный телек Xiaomi, который мы снимали, помните, да, забрали очень быстро. И еще попросили еще привезти. И еще покупают и платят за это любые суммы. Есть стоимость. Если покупать один, то он стоит, да, вот такая у них есть конфигурация, один стоит $3000, ну пока что такая ориентировочная цена, а также $9000, если вы купите сразу 4 штуки. Они как-то вот почему-то намекают, что надо покупать 4 штуки, может для выставок каких-то, для мероприятий, ну вот 4 штуки стоят как бы один в подарок, то есть покупайте 4, один вам в подарок дают, платите только за 3. Поэтому сколько реально будет стоить и полезно ли для дома и вообще нафиг все это надо. Ну интересная штука, решили сделать отдельный обзор. Первый в мире беспроводной телевизор. Мы помним, 3 года назад тоже показали первый в мире складной планшет, компания FlexPay, все таки ха-ха-ха, какие-то китайцы, а потом 2 года спустя Xiaomi, Samsung пошло-поехало. Так что, ребятки, вот на этих выставках вообще, в мире технологий вот так все примерно начинается. Кто-то там что-то где-то придумал, год спустя компания Sony покупает компанию Display за $1 миллиард. Вообще запросто, легко. Так что поживем, видим, пока что $3000 и уже работает. Первый в мире беспроводной телевизор. Все специальные ссылки внизу. Спасибо, что посмотрели. Быстро увидимся. Пока. Так, стоп. Это кто такой? Ну-ка. Опа, конфетки, братан. Так, вот это вкусненько. Вот это тоже ничего. Вот это вредное. Вот это нормальное. Спасибо. Thank you. Ты вообще говоришь? Нет? Сердечко послал. Конфеток взял. Ха! Я нашел центр управления этим телевизором. Увидимся.